Когда в декабре 2016 года Конору Макгрегору дали боксерскую лицензию в штате Калифорния, его бывший оппонент Нейт Диаз заявил, что также намерен получить боксерскую лицензию как в Калифорнии, так и в Неваде. С того времени не было никаких сведений относительно будущих выступлений Нейта Диаса на боксерском ринге. Однако легендарный боксер Флойд Мейвезер выложил видео, на котором он предложил Нейту Диасу по телефону вступить в TMT, команду Флойда, и получить все привилегии, связанные с этим. Учитывая, что Мейвезер много рассказывал в своих интервью, что хочет стать значимой фигурой в ММА, подписание стоктонского хулигана может стать серьезным бизнес-вложением. А возможно, этот ход лишь часть психологической игры, чтобы оставить в дураках Конора Макгрегора. Учитывая, что ирландец уже проигрывал младшему Диасу и хочет заработать на бою с Мейвезером, то все возможно. Наблюдая за развитием этой истории, другой легендарный боксер Мэнни Пакьяо заявил: «Я не знаю, насколько серьезны все эти разговоры о бое Мейвезер против Макгрегора. Новости об этом появляются, но я не могу сказать, состоится ли такой бой. Вышел бы я сам против Макгрегора? Если речь о боксерском матче, то да. Не в UFC, только в боксе. Я не видел боксерских спаррингов Макгрегора, но если мы говорим о Коноре и о боксе, то это другое дело. Бокс и ММА — это две большие разницы». Молодой полулегковес UFC Яир Родригес ответил на вопрос о том, не мучила ли его совесть, когда он дрался с Биджей Пеном, и о том, с кем бы он хотел встретиться в следующем бою. Нет, конечно, я не испытывал угрызений. Если ты боец, то ты не должен сочувствовать сопернику. Твоя задача продолжать пинать его, что бы ни случилось. Я хочу драться с чемпионом, а кто именно им будет, не имеет значения, заявил Родригес, но предварительно уточнил, что встретится с любым бойцом, которого выставит UFC. Тем временем Дана Уайт заявил, что Макгрегору не нужен Мейвезер, чтобы продавать PPV. У нас тут целый список бойцов, которые бы хотели подраться с Конором Макгрегором. Конор может драться хоть с утра до ночи, продавать более миллиона PPV, и у него все будет хорошо. Вот в чем дело. Мэнни Пакьяо в конечном итоге встретился с Мейвезером, и по слухам, Флойд получил 250 миллионов баксов, а Мэнни 100 миллионов баксов. Это очень большие деньги для любого из них. Но ведь без Мэнни этот матч не был бы таким громким. Мэнни важен настолько же, насколько и Флойд. Я вам скажу, почему Конор Макгрегор все еще делает больше миллиона PPV, а Флойд нет. А потому что Конор готов драться с любым, в любом месте, в любое время, в том числе и с Флойдом Мейвезером. Флойд опубликовал видео, где Диас душит Конора, но зато Конор дерется. Это я, тот парень, что стоит у бойца в гостиной или говорит с ним по телефону, когда сообщает, что его соперник выбыл, и никто не реагирует на это так, как Конор Макгрегор, сказал Уайт. Матч ТВ сообщил, что первичный обладатель медиаправ принял решение о передаче лицензии на трансляции 2017 года на территории РФ локальному российскому агенту-посреднику. Обладателем прав на показ UFC на территории России, согласно ТАСС, стала компания Телеспорт. «Права принадлежат нам», — сообщил председатель Телеспорт. «Мы находимся в диалоге со всеми потенциальными участниками и знаем, как на этом заработать». В своем заявлении Матч ТВ обратил внимание на то, что нынешняя стоимость прав увеличена кратно по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. Напомним, что новообразованный спортивный канал Матч ТВ осуществлял показ боев UFC с 2015 года. Если вам понравился этот ролик, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки, а также пишите ваше мнение по поводу данного боя. Спасибо за просмотр.